Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И этот выпуск специально ко дню всех влюбленных про знак зодиака Близнецы и каково это с близнецами строить любовь, отношения, романтику, заводить ли семью, не стоит ли с ними заводить семью, каким будет с ним секс и не наступит же разочарование после же первого свидания. Дорогие мои, присаживайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. Итак, близнецы – это очень интересный и многогранный знак зодиака. И я вам так скажу, для того, чтобы понять, какую на самом деле, нужно понимать его основную солнечную функцию. Что это? Насколько близнецы являются близнецами? То есть, чтобы вы понимали, настоящий близнец – это постоянно движущийся, то есть это тот персонаж в жизни, которому постоянно все интересно. Вот он хочет этот мир исследовать, он хочет этот мир посмотреть, то есть и ему не сидится дома, ему не сидится на одном месте. Ну, управитель же близнецов Меркурий, то есть представляете, да, у него тоже есть ретроградные дни, сами прекрасно понимаете, но если без шуток, интересный, увлекающийся и увлекаемый за собой знак зодиака, который не любит рутину, который не любит монотонно выполнять какие-то дела, скучные дела. То есть ему надо, чтобы была постоянно движуха. То есть ему нужно постоянно передвигаться, перемещаться в пространстве. Ему нужно, чтобы картинка менялась. Да? И если вы решили связать свою жизнь с близнецами, знайте, что это будет интересная жизнь. То есть этот знак зодиака постоянно придумывает что-то. Ему хочется куда-то вечно поехать, прыгнуть ли на автомобиль, на поезд или на самолет. Да? То есть если в натальной карте у этого близнеца еще и сильный Юпитер, тогда, естественно, на самолет, загранпаспортом в другую страну посмотреть, исследовать, побыть там, повариться в этих эмоциях. Да? Что касается обычного близнеца, у которого, в принципе, Юпитер не сильный, тогда это близнец, которому однозначно хочется куда-то вечно поехать. Приключения, поездки, друзья, тусовки, мероприятия. И сами понимаете, если вы хотите долгих отношений, то будьте готовы к тому, что дома вам сидеть, это будет сложновато. Близнецы отдыхают на самом деле дома в расслабленном состоянии, могут где-то потупить, но обязательно, то есть это их история, когда дома включен постоянно телевизор, радио, музыка, планшет, телефон, они еще могут с друзьями разговаривать по громкой связи. Это абсолютно близнецовская история, то есть понимаете, что с близнецами тихо и скучно не будет. Что касается, вы собрались пойти на свидание, закрутить роман, построить любовь с близнецами, да? Но на свидание, естественно, это какие-то интересные мероприятия, да? То есть близнецы могут крутить романы и знакомиться даже на интеллектуальных мероприятиях, на обучениях, на учебе в институте, где-то без разницы. То есть для близнецов вообще нормальная площадка на каком-нибудь интеллектуальном мероприятии зазнакомиться. Абсолютно прекрасно. И точно так же позвать куда-то вместе провести время. И для близнеца это не будет казаться, как даже что-то такое вау-вау, а пойдем сходим с тобой на какую-то классную, интересную, модернизированную выставку, посмотрим, что это там да как. И это тоже свидание для близнецов, то есть проводить время вместе. И близнецы тот знак, который, когда вы проводите с ними время вместе, оно вот такое движниковое, да, то есть вы как такие друзья, классные товарищи по жизни, вы постоянно двигаетесь. И за это близнецы на самом деле любят всех своих вторых половинок, когда они с ними проводят время, когда они с ними за компанию, все там и здесь. Но, естественно, что касается интимной сферы жизни, постельных отношений, то здесь, конечно же, близнецы любят разнообразный секс. Им хочется, чтобы это были эксперименты, каждый раз что-то новое, каждый раз что-то увлекательное. Хочется смены картинки. Да, это те самые экспериментаторы, которые любят в разных местах, просто потому что захотелось и сделать. То есть это такой интересный знак зодиака, который не любит, когда скучно, монотонно. Для них это вот прям расстройство, их солнце перестает гореть, а естественно
горящее, активное, интересное Солнце Близнецов дает вот эту энергию, движение, жизни вокруг. Но есть одна такая интересная вещь по марочкам. Вот можно быть вот таким интересным, классным, веселым близнецом, да, но если же вы с близнецом не разговариваете, потому что основная близнецовская функция — это все-таки знать, узнавать, поглощать этот мир, пропускать его через себя и рассказывать всем остальным, да. И здесь, конечно же, в отношениях для того, чтобы прийти к такой интересной гармонии, для того, чтобы у вас и секс был классный, и семейная жизнь была долгой, чтобы не наскучило, так сказать, да, необходимо разговаривать. Разговоры — это то, что любят близнецы. Обмениваться, коммуникация, то есть делиться своими мыслями. Да? Есть близнецы, которые открыты, есть близнецы интроверты. И это как раз те, которые ведут дневники, которые любят закрываться в себе. Почему они закрываются в себе? Потому что очень большой поток у них мыслей, мозг работает очень быстро, особенно если в натальной карте там соединение Меркурия с Солнцем вместе с Марсом, то есть это очень подвижный мозг, очень быстро, еще если есть соединение с Ураном, то этот мозг способен обрабатывать большой объем информации, иметь большой спектр чувств, да, но не все может это рассказать, потому что очень часто близнецов недооценивают, считают, ну уж если ты такой веселый, интересный движников, то ты сам можешь разобраться во всем. Близнецы — это тот самый знак зодиака, который на самом деле в жизни ищет себе вторую половинку, с которой может поделиться всеми своими мыслями. Это такая, знаете, тонкая грань переживаний, и которая остается у близнецов внутри. От этого многие близнецы, если вы идете с ними в долгую, решили строить совместную жизнь, рожать детей, то этим близнецам необходимо выговариваться, то есть необходимо их слушать, необходимо комментировать то, что они говорят, да? То есть вступать в них в равноправные взрослые классные диалоги. Да? Основной смысл и постижение мудрости и истины в отношениях с близнецами — это как раз-таки через коммуникацию. И очень многие пасуют, оставляют своих близнецов наедине друг с другом. От этого и рушатся союзы, отношения с близнецами. Почему? Потому что необходимо просто сказать, будь это постель, будь это первое свидание, будь это история в долгую, семейная жизнь, у вас уже есть дети, но вы потеряли нить взаимопонимания, ребят, необходимо просто сказать. Близнецы — это тот знак зодиака, который, даже если трудности и боится, но ему, по крайней мере, интересно их преодолевать. И он всегда говорит, а давай попробуем, а давай, если не получится, сделаем как-то по-другому. Это такой экспериментальный знак зодиака, который, я бы сказала, не оставит вас в одиночестве, если вы не оставляете его. Да, здесь работа в обе стороны, и для того, чтобы, если вы хотите из своих близнецов сделать успешных, классных, потрясающих близнецов, которые будут своим мозгом, своим умением продавать, своим умением договариваться, зарабатывать очень сильные деньги, ну тогда вам необходимо иметь потрясающий контакт и коннект со своими близнецами. Да. Жизнь должна быть интересной, разнообразной не только для него, но и для вас. Поэтому да, дорогие близнецы, если вы близнецы, открывайте, знайте, что если вы в себе таите очень много эмоций, необходимо их рассказывать. Рассказывайте их, делитесь ими, вам же от этого станет легче. Сложность заключается в близнецах, что они все прячут в себе, чтобы никто не разгадал их там тайны, секреты. Почему? Потому что где-то на кого-то обиделись, и это сидит далеко-далеко. Необходимо эту обиду вытаскивать, прощать. В этой обиде нет ничего прекрасного, ничего такого цельного и важного. Это просто обида, которая уже камнем лежит на душе. И очень часто у близнецов не получается построить семейную жизнь в долгу. Очень часто их лодка любви разбивается о как раз-таки развод, расставание, злые расставания, я бы так сказала, с громкими судебными процессами. Почему? Просто потому, что необходимо с близнецами говорить. Да, говорить, договариваться, и вас точно поймут, однозначно поймут. Потому что основная задача близнецов, и они сами к этому идут, очень сильно, они, конечно, тоже этого боятся,
Поймите, близнецов, самый главный страх близнецов — это оказаться в клетке, оказаться в золотой клетке. Для них жизнь — это воздух, передвижение по жизни, различные мероприятия, тусовки, друзья, смена места, смена локации, путешествия и поездки — это как раз-таки основа их жизни. И если близнецы понимают, что на чаше весов у них будет семейная клетка, скучные отношения или же вот это вот все, что я описала, они, естественно, выберут вот это вот все, потому что для них это воздух. Но если вы совместите свою семейную жизнь и сделаете ее интересной, не скучной рутиной, вы разнообразите свои сексуальные отношения в том числе, вы будете постоянно куда-то ездить, учиться, обучаться, то есть ваш мозг будет тоже пластичен, и вы будете со своим близнецом говорить, ему доверять и хранить его секреты внутренние, тогда ваши отношения будут просто прекрасны. Знаете, это такой же обычный застенчивый знак зодиака, который стесняется, боится, переживает, думает. И самое-самое для него страшное — это когда его начнут хейтить и говорить, что ты все не так делаешь, ты все не так понимаешь, и вообще ты какой-то неправильный. Близнец — это такой же знак зодиака, которому необходимо взаимопонимание, любовь и поддержка. И поэтому, вступая в отношения с близнецами, неважно, это долгие отношения семейные, либо же это вы собрались на первое свидание, либо у вас секс, то здесь, ребята, будьте, пожалуйста, ответственны и понимайте, что необходимо просто поговорить, прежде чем внедрить в свою жизнь все то, что вы хотите. Узнайте мнение своего близнеца, и если оно не такое, то уж потом говорите, какое оно у вас, и вы придете обязательно к среднему знаменателю, что порадует вас и вашего близнеца. Ребят, спасибо, что были здесь. Постаралась очень быстро и коротенько рассказать, каково это быть в любви с близнецами и каково это близнецам быть в любви со всеми остальными знаками зодиака. Помните, что все мы люди, и нам необходимо решать вопросики, которые возникают в течение всей нашей жизни. А вопросиках этих много, но у нас есть род для того, чтобы разговаривать, ребят. Спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте здесь в комментариях. Если вы хотите узнать свою совместимость, тоже оставляйте дату, время, место своего рождения, дату и место рождения своего партнера. Я понимаю, что время вы можете не знать. И я скажу вашу совместимость, как сделать так для того, чтобы друг друга хорошо понять. Если же вы хотите, чтобы ваш вопрос был конфиденциальным, в описании канала есть ссылочка на сайт. Записывайтесь на любовный гороскоп, как найти любовь, если вы еще не знаете, как ее найти. Или же на совместимость, для того, чтобы посмотреть и вас, и вашего партнера, и как вы будете жить вместе, какими будут ваши отношения. Это все безумно интересно, когда мы живем свою жизнь. Ребята, живите свою жизнь. И прекрасного вам дня всех влюбленных. Будьте счастливы. Пока-пока.